Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить игрушке Амфибия из серии «Военная техника», которая производилась на Тульском патронном заводе. Точную дату начала производства этой игрушки установить не так просто, но известно, что игрушки серии «Военная техника» начали производиться в 1967 году. Также известно, что перестали их производить в 1995 году. Предположительно, амфибию стали производить в середине 70-х годов. Прообразом для этой модели послужил реальный советский бронетранспортер БТР-60, разработанный в конце 50-х годов. Принят он был на вооружение вооруженных сил СССР в 1959 году для оснащения мотострелковых формирований и замены в них БТР-152, от которого он отличался значительно улучшенной проходимостью, позволявшей ему следовать за танками на поле боя и способностью плавать. БТР-60П стал первым в серии советских четырехосных бронетранспортеров, развитие и производство которой продолжается до сих пор. Модернизация в основном ведется в двух направлениях – замена неудачной силовой установки и усиление вооружения. Несмотря на постепенную замену более современной техники, на 2007 год БТР все еще состоял на вооружении приблизительно 47 государств мира. Игрушка «Амфибия» выпускалась под номером 14 серии «Военная техника». Реальный БТР-60 эта амфибия напоминает очень отдаленно, так как внешне она очень упрощена, да еще и пушка с башней у нее торчит как у танка, которой никогда и не было на этом БТР. Колеса на этот БТР также отдельно не разрабатывались, а были приспособлены от ранее выпущенной игрушки «Пушка». Корпус этой игрушки сделан полностью из металла, окрасился он оружейной краской, так как производился в литейном цехе патронного завода. Пластиковыми деталями у него являются только колеса, хотя этот бронетранспортер из металла, но все-таки имеет свои слабые места. Чаще всего отламываются у него дуло пушки, фаркоп и колеса. Хоть эта амфибия и простая по своей конструкции, но с течением времени все равно подвергалась некоторым изменениям. Отличия могут быть как в конструкции днища, так и в надписях на днище. Самые ранние модели, фотографии которых мне удалось найти, были без клейма завода и цены на днище. Отличительной особенностью ранних амфибий является фаркоп, который сделан в виде пластинчатого крючка на заклепке. Причем для этого фаркопа на днище был специальный вырез. Второй вариант раннего днища одновременно является переходным, потому что на днище все еще есть вырез под пластинчатый фаркоп, но также появляется отлитый сзади крюк фаркопа. Позже вырез на днище пропадает, а фаркоп продолжает отливать единой деталью с днищем. Следующий вариант надписи на металлическом днище – это указание только цены без логотипа. После каждой буквы в указании цены стоит точка. На таком днище цена уже была отштампована на металле. Причем более ранние варианты были с выпуклой рамкой для цены, а позже эта выпуклость уже пропала. У амфибий без надписи на днище и с указанием только цены заклепки выпуклые и маленькие по размеру. На самых ранних под заклепками проглядываются шайбы. Следующий по хронологии тип амфибии производился с ценой и логотипом на днище. После каждой буквы точки уже не ставятся. На более ранних вариантах заклепки на днище все еще выступают, а потом их начинают зашлифовывать, и они становятся плоскими. На самых поздних амфибиях пропадает цена и логотип на днище, но возможны варианты с черным штампом с указанием цены и логотипа. Кроме вышеперечисленных отличий с фаркопом, надписями и заклепками, между самыми ранними и более поздними амфибиями можно наблюдать еще несколько отличий. На самых ранних амфибиях спереди на смотровых окнах отсутствуют петли крепления защитной крышки. Позже эти петли появляются на всех амфибиях. На ранних игрушках боковые задние двери по размеру меньше, чем позже. Боковые круглые иллюминаторы на ранних амфибиях, как правило, большего радиуса, а на поздних они становятся значительно меньше. Других явных отличий между ранними и поздними игрушками практически нет. Если и встречаются какие-то, то они в основном связаны с особенностями литья. Например, как в ранних, так и в поздних амфибиях передние фары могут быть как более, так и менее рельефными. Хотя самые большие фары встречаются чаще на ранних. Верхние люки могут быть как удлиненные, так и более квадратные.
Но это нельзя приписать каким-то периодам или редкостям, просто невысокое качество отливки, обработки и покраски. Подобная игрушка производилась силами Запорожского трансформаторного завода и Жмеринского завода «Сектор». Этот вариант очень похож на тульский, но все-таки отличия просматриваются, и при покупке перепутать их сложно, так как все игрушки этих заводов имеют разные логотипы и цены на днище. В моем обзоре принимает участие амфибия с логотипом и ценой на днище не самого раннего периода производства, которая выпускалась начиная с середины 80-х годов. Коробок к этой игрушке, судя по всему, было несколько разных вариантов, которые отличались по дизайну, цветам и надписям. В составе наборов автомобиль размещался просто в общей коробке в выделенном ему месте в пенопласте. Если вам интересны игрушки серии «Военная техника», то на моем канале есть еще обзоры по этой тематике. Переходите по ссылке, которая появилась сейчас у вас на экране. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!